Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно загляните в плейлисты. Плейлистов очень много. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. Нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Но своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, вас уже так много, отдельный привет, слова благодарности, вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже вязали, вот такие вот интересные нарядные праздничные ниточки, и с новым узорчиком. Итак, что это за ниточки, новички, кто еще не знает? Называются они Alize Angora Gold Simli. Смотрите, в 100 граммах здесь 500 метров. По составу здесь акрил 75%, шерсть 20% и металлик 5%. Видите, как она переливается? Это металлическая ниточка. Далее цвет. Смотрите, 452. Обязательно запишите. На камеру передается цвет, какой он есть на самом деле. Очень красивый. Здесь на картинке показывают, что хорошо вязать шали-палантины. Действительно, хорошо вязать шали-палантины, но не останавливайте свою фантазию, да, вы же большие дизайнеры. Вы можете использовать где угодно данную пряжу. Опять же, я вам показываю на данной пряже узорчик. Вы вязать можете вообще из любой, с какой хотите. Будь то хлопок, да, будь то стопроцентная шерсть, я не знаю, там полиэфирный шнур, пожалуйста, из любой пряжи. Единственное, кто будет вязать новички из данной пряжи, смотрите, я сделаю небольшой акцент по поводу данной пряжи. Она не сильно пушистая, нет, совсем, то есть не пугайтесь, но есть небольшие волоски, которые могут цепляться, поэтому сильно маленький крючок не берите. А также, видите, так вот, если ее раскручу, вот, она делится на 3 ниточки, видите, металлическая ниточка, очень красиво. И еще какой момент, когда будете вязать, аккуратно просчитывайте все, что вы вяжете, потому что если хотите распустить, вот за счет вот этих вот маленьких волосочков, распустить будет очень сложно. Можно, но сложно. Итак, сегодняшний узорчик я хочу вам показать. Раппорт узорчика 6 петелек. И я наберу, получается, 37 воздушных петелек для того, чтобы красиво закончить узорчик. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Еще такой момент по поводу крючка, каким крючком вязать. Вы смотрите на свою пряжу, какой у вас крючок, да, вам рекомендуют. А здесь, получается, производитель нам рекомендует брать крючок от 2 до 4. У меня 3. Я вяжу данную пряжу 3. Вы смотрите на плотность своего вязания. Естественно, смотрите на свою пряжу, да. Идем далее. Итак, после цепочки делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5 петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ныряем в 5 петельку и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее ныряем опять в следующую петельку цепочки и провязываем столбик с накидом. Есть. Следующую петельку цепочки столбик с накидом. Есть. Далее получается у нас 4 столбик и 5 столбик. То есть мы не считаем первые 3 петельки подъема. Это как бы кромочный наш столбик, да, это тоже имитация столбика. А далее после вот этой кромочных, значит, наших петелек 5 столбиков мы набрали. 1, 2, 3, 4, 5. Как только 5 столбиков сделали, воздушная петелька. И мы в цепочке пропускаем 1 петельку. И в следующую провязываем столбик с накидом и провязываем еще таких же 5 столбиков. Но каждый столбик в отдельной петельке. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, 5 столбиков сделали, опять воздушная петелька и 1 петельку воздушную пропускаем в цепочке. И опять со следующей петельки начинаем 5 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть мы так будем провязывать до конца нашего ряда. 5 столбиков, воздушная петелька. 5 столбиков, воздушная петелька. Понятно? Все, вот так давайте до конца ряда. В
В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, наши столбики. И последний, получается, когда мы сделали 5 столбиков, последний столбик мы провязываем. Это будет тоже наш, как бы назовем его кромочный столбик, да? Вот, мы заканчиваем, получается, столбиком и начинаем тоже столбиком. Вот. Далее воздушная петелька, поворот. И теперь смотрите, в верхушку каждого столбика мы должны будем провязать столбик без накида. То есть вначале это у нас будет 6 столбиков без накида, да? А потом у нас будет по 5 столбиков без накида. То есть четко за каждую верхушку каждого столбика провязываем столбик без накида. Дошли до окошечка, да, где воздушная петелька. И тоже сделали воздушную петельку. Перепрыгнули окошечко. И опять идем по верхушкам столбиков с накидом. И в каждый столбик провязываем столбик без накида. Понятно? Несложно. Все. Давайте вот так вот до конца ряда. Дошли до окошечка. Опять воздушная петелька. Перепрыгнули петельку. И в следующий столбик. Угу. Все. Вообще не сложно. Давайте. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы провязали наши столбики, да, без накида. И последний столбик провязываем, вот у нас 3 петельки подъема. В самую последнюю петельку аккуратненько ныряем, провязываем столбик без накида, наш кромочный, да. Идем далее. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три, поворот. Это наш кромочный. Ну, хоть в вязании крючком кромочных нет, но мы так его назовем. А далее, смотрите, вот наши 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. Да? Итак, самый первый получается вот столбик без накида. Мы провязываем столбиком с накидом. А далее будьте внимательны. Делаем 2 накида и опускаемся на ряд еще ниже, там, где наши столбики с накидом. Вот в третий столбик, да? Раз, два, три, четыре, 5. В третий. Окружаем его вот таким образом сзади наперед. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это получается у нас рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Идем дальше. Этот же столбик, вот который мы только что провязали, вот над ним стоит столбик без накида. Накид. В этот столбик мы нырнули и провязали обычный столбик с накидом. Опять 2 накида и возвращаемся к этому же столбику самого первого ряда. Вот. И опять провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть, если внимательно посмотреть, по итогу получается какая-то вот такая вот метелочка, да, лапка. Идем дальше. У нас остается, получается, 5 столбик. Вот 5 столбик. Над ним столбик без накида. Ныряем в этот столбик и провязываем столбик с накидом. Все. Вот такая красота. Далее воздушная петелька, потому что и здесь воздушные петельки. И мы также сделали. Далее опять наши 5 столбиков. Первый столбик без накида провязываем обычным столбиком с накидом. 2 накида. В центральный, в третий столбик первого ряда ныряем, провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Этот же столбик, да, вот получается над столбиком с накидом есть столбик без накида. Мы ныряем в него и провязываем обычный столбик с накидом. Опять 2 накида. И опять сюда же рельефный лицевой столбик с 2 накидами. И в последний столбик из 5 получается, да, вот провязываем обычный столбик с накидом. И опять воздушная петелька. И так далее повторяете. То есть столбик, метелка, столбик. Так назовем, да? Столбик, метелка, столбик. Все. А вот эти окошечки так и будут идти окошечками. Понятно? Все, давайте до конца ряда. Когда узорчик вырастет, очень будет красиво рельефно смотреться столбики. До конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите. Вот мы провязали практически до конца наш ряд с метелочками. Так назовем их, да? И вот у нас остается последний столбик без накида. Ну, назовем его кромочный. Мы также в него ныряем и провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, ряд закончился. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же нырнули, провязали столбик без накида. И точно так же мы идем по всем верхушкам наших столбиков с накидом и провязываем столбики без накида. То есть, как мы уже делали во втором ряду. Так, только мы дошли до окошка и провязываем, получается, точно так же воздушную петельку. Все, ничего сложного. Там, где столбики, мы провязываем столбики без накида. Там, где воздушная петелька, мы точно так же делаем воздушную петельку. Ряд несложный, ряд полностью повторяет второй. Окошко дошли, воздушная петелька. Все, понятно? Давайте вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте.
Так, смотрите, вот провязали до конца ряда, изнаночка наша, да. Переворачиваемся на лицевую сторону. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И опять провязываем. Вот наши 5 столбиков, да. Первый столбик провязываем столбиком обычным с накидом. То есть первый и пятый столбики с накидом. Далее 2 накида. Смотрите, мы опускаемся. Вот, помните, метелочка наша, да? Вот наш центральный столбик, который был обычным столбиком с накидом. Мы его окружаем сзади наперед и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами, то есть формируем еще одну метелочку. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Далее посмотрели на верхушечку, да, тут столбик без накида. Мы в эту верхушечку провязываем обычный столбик с накидом. Опять 2 накида и точно так же за третий столбик центральный, да, провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. И заканчиваем наши вот эти 5 столбиков. Вот в последний 5-й столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, потому что здесь окошечко, и мы окошечко делаем. И опять то же самое. Первый и 5-й столбики обычные столбики с накидом. Далее за центральный столбик провязываем столбик с 2 накидами, рельефный лицевой. Обычный столбик за верхушку центрального столбика без накида. И опять рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть аккуратненько. Все. И опять за последний столбик, 5-й, обычный столбик с накидом. То есть над метелочкой метелочка. Угу. Над окошечком окошечко. Все. Не сложно? Не сложно. Обратно вы будете возвращаться точно так же столбиками без накида. То есть узорчик 2 ряда. Да? Метелочка. Идете с метелочкой, обратно возвращаетесь столбиками без накида. Идете с метелочками, обратно столбиками без накида. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, чтобы увидеть всю прелесть узорчика, да? И встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такой ажурненький, воздушный, нежный, рельефный узорчик получается. Конечно, он будет у вас односторонним. Вот изнаночка. Вот лицевая сторона. Я, конечно, сразу увидела как бы данный узорчик в кофточке. Вы смотрите, где вам будет удобно, смотря какая пряжа у вас будет, да. Возможно, она будет с хлопком, возможно, она будет также с металлической ниточкой. Интересно. Итак, я набирала 37 воздушных петелек. Если вязать такой же плотностью, таким же крючком, такой же пряжей, то это получится 21 сантиметр в длину. А тут получается, если мы посчитаем, что каждая рогаточка это 2 ряда, да, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 рядочков, смотрите, и ровный краешек, да, то есть очень интересно для плечевых, например, изделий. 11 сантиметров. Здорово? Здорово. Видите, какой он такой дырчатый, да, аккуратненький, но в то же время и рельеф присутствует. Итак, за счет воздушных петелек очень хорошо тянется. Вот такая вот красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, на самый-самый верхний, чтобы у вас был колокольчик. Будут приходить уведомления о новинках на канале. И, естественно, я с вами не прощаюсь. У вас сейчас на экране появится большое количество ссылочек на другие видео. Смотрите, лайкайте, комментируйте. Встретимся в новых видео. Пока-пока.